Видите, какой пучок гнилых корней я отрезала от орхидеи. Семка пришел. Давно не видел. Ложись. Лаки спит. Пока речи нет. Можете отдыхать. Вот так. А кто ж тебе разрешил-то, а? Я. А ты мне мешать будешь? Сема, скажи, стол большой, мы поместимся. Я недолго. Очень надеюсь, что ты недолго. Добрый день, друзья. Сегодня займемся пересадкой. Именно эту пересадку я вам хочу показать. Всегда много вопросов. По поводу гнилых корней в горшке. И нужно разобрать сразу орхидею, убрать эти гнилые корни, потому что орхидея не будет растить корнем. Вот это именно те вопросы, которые вы мне все время задаете. И поэтому показываю орхидею, которая куплена год назад, не пересажена. И корни в горшке все гнилые. Но справедливости ради хочу сказать, что ее нужно было бы пересадить месяца 2 назад. Я пропустила этот момент, уж очень мне хотелось вам эту пересадку показать. Вот эти корни, которые росли, некоторые закуклились и выглядят немного сухими. Но есть растущие корни. Поэтому сейчас мы и сделаем пересадку этой орхидеи. Да, мне понадобился год для того, чтобы орхидея активно начала растить корни. Начнем. Извлекаю орхидею из горшка. Да, все корни гнилые. Но это не мешает орхидее. Вот теперь при наличии новых корней вот эти гнилые корни все можно удалить. Но сейчас мы внимательно будем рассматривать эти корни. И даже внутри горшка я вижу, что корни есть живые, плотные. По каким-то причинам, нам с вами неизвестным, орхидея избавилась от всех своих старых корней. Грунт был кора с кокосовыми чипсами. Торфстакан, конечно, на месте. И посмотрите, даже торфстакан ей не помешал растить корни. Ну, тут не с чем церемониться сильно. Хотела разрезать пластиковую оплетку, но он сам вывалился вместе с оплеткой. То есть те корни, которые были в торфстакане, они тоже все гнилые.
сухие и гнилые. Не все они гнилые, есть просто сухие. Совсем высохший веломен. Посмотрим, что внутри. И даже сам корень тоже черный и тоже высохший. Высохший он очень ломкий всегда. Есть внутри живые корни? Есть. Всем, ты гостей намываешь? Ну а как же, умывается. Только проснулся. И сразу пришел на лекцию. Так, что ж тут живого-то осталось? Да вот один единственный корень остался в горшке живой. Видите, какой пучок гнилых корней я отрезала от орхидеи. И вот теперь видно, что орхидея растила корни выше по стволу, чем вот эти старые корни. Вот так орхидеи умеют себя восстанавливать. Но только если, конечно, им не мешать. Давайте приведем в порядок старый ствол. Посмотрим, нужен ли он нам. И что можно здесь еще убрать, а что оставить. Ой. Ну вот казалось, что это живой корень, но внизу гнилой, сверху тоже гнилой. Не нужен он нам. А не нужен только лишь потому, что есть прекрасные растущие корни. И вот с этими новыми корнями мы ее и посадим. А эти корни, даже если я сделаю посадку с этими корнями, я их оставлю, но только для того, чтобы удержать ее в горшке. Эти корни тоже моментально пропадут. Во-первых, у меня находилась орхидея целый год, и еще примерно год она росла у садовника. Эти корни сами по себе старые, потому что орхидея каждый год заменяет одни корни на другие. Корень живет от полугода до 3 лет. Потом орхидея в любом случае их меняет. Так придумано природой у орхидей, что все время растут листья, все время растут корни. Но в природе орхидея растет на одном месте. И эти старые корни, конечно, в природе их никто не удаляет. Они как прикрепились к дереву, так там и остаются. Они чернеют, а новые корни растут сверху. Все время происходит такая замена.
А мы всегда этого пугаемся. Ах, у орхидеи сгнили корни, вот она не выживет. Нет, она выживет, если она вырастет новые корни. И вот для того, чтобы эти корни новые попали в посадку, только в этих случаях я удаляю вот такие листья. Они мешать будут. Видите, если я посажу с этим листом, он закроет половину корней. Поэтому вот такой лист я разрываю в разные стороны, развожу и снимаю. И тогда все корни уйдут в посадку. И с этим поступлю точно так же. И под этим листом мы увидели еще одну чешуйку сухую от старого листа. Тщательно очищаю весь стволик орхидеи от старых листьев. И срезаю вот этот ежик старых корней. От тяжи корень расти не будет. А вот от ствола, если там остались зачатки корней, то вполне возможно, что корни вырастут. Но мне кажется, что орхидея будет растить от зеленой части ствола корни, продолжать, вернее, растить. Сёма поменял диспозицию. Там мягко. Скажи, что-то здесь все И время щелкает все время. щелкает противно так. Все. Выполнил миссию и пошел. А там закрыто. Да. Иди. Иди. Вот так. Все чисто. И перед тем, как посадить орхидею, я хочу напоить эти немного подсохшие корни. Воду всегда беру теплую. – 28-32 градуса. Помещаю орхидею в воду. Даже если пазухи каких-то листьев тоже попадают в воду, ничего страшного. Я потом все протру салфеткой. Но корням нужно дать напиться хорошо воды. Может потребуется полчаса, может быть час. Пусть постоит, корни наполнятся влагой, и тогда я сделаю посадку в керамзит. Многие сейчас спрашивают, почему вы одни орхидеи сажаете в керамзит, а другие в кору. Я уже не раз объясняла. В кору я сажаю орхидеи для эксперимента, чтобы у меня была возможность показать вам, как ухаживать за орхидеями, посаженными в коре, и как ухаживать за орхидеями, посаженными в керамзит. И есть ли в этом разница? Как орхидеи растут в коре и как орхидеи растут в керамзите, мы можем с вами посмотреть только тогда, когда у нас есть разные посадки. И оценить. Вот я и хочу вам показывать и такую посадку, и такую посадку. И будем сравнивать. Но сейчас пусть орхидея попьет водички.
Прошел час. Извлечем орхидею из воды и осмотрим еще раз корни. Корни стали более гибкие, напились водички, и теперь мы можем посадить орхидею. Горшок придется взять большой. Большой — это 2,4 литра. Потому что вот эти корни, торчащие во все стороны, в маленький горшок уложить не получится. Но зато я могу посадить орхидею немного глубже. А потом, по мере ее роста, добавлять керамзит. Уложила все корни в горшок. Придерживаю орхидею по центру горшка. И насыпаю керамзит. Керамзит у меня тоже влажный. Я постаралась все корни засыпать керамзитом, но основание орхидей всегда должно остаться на поверхности грунта, чтобы был доступ воздуха. Теперь протираю все пазухи листьев. Чтобы не допустить загнивания орхидеи, вот такое черное пятно было на листе при покупке. Оно не стало разрастаться, поэтому лист я оставила. Наблюдаю за этим листиком. Дальше разрастание этой черноты не происходит. Поливать орхидеи будут только после того, как корни в горшке видимые или даже невидимые. Скорее всего, здесь ничего видно не будет. А, нет, вот есть видимые корни. Ориентироваться буду по ним. Как только станут серебристые, буду поливать орхидеи. О поливах у меня очень много видео. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. И первый полив я делаю водой, следующий с удобрением. И так чередую. И, конечно, очень интересно понаблюдать за этой орхидеей. Как она будет растить корни, что будет дальше с ней происходить. Это будет вторая орхидея, посаженная только с молодыми корнями, а за первой, за биглипом, легенда, мы с вами уже наблюдаем. И там все прекрасно. Я надеюсь, что и с этой будет точно так же. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Сёмка пришел. Сёмочка. Лаки спит. Пока речи нет. Можете отдыхать. Это перекись водорода. Она невкусная. Все проверил. Все проверил. Ну, подожди. Вот он. Вздохнул и ушел. Корни нормальные,
Хорошие корни. Ну, молодец. Вот так. А кто ж тебе разрешил-то, а? Я. А ты мне мешать будешь? Сёма, скажи, стол большой, мы поместимся. Я недолго. Очень надеюсь, что ты недолго.